Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши выпуски со Степаном Демурой в прямом эфире. Он на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, как всегда, это формат нашего общения. Да, в самом финале будет такой спорт ответов на вопросы, поэтому оставляйте их в клубе зрителей Шелест, в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи, ну и, конечно, в чате трансляции. А в чат трансляции лучше, конечно, оставлять вопросы не заблаговременно, а вот прям в финальной части, поэтому досмотрите до конца, поставьте лайк, не забудьте, подпишитесь тоже, очень важно. Ну и, конечно, опрос сегодняшнего эфира. Значит, у нас 20:03. Сейчас 11 число июня, и все в предвкушении нечто, что должен, собственно, Трамп организовать. Так вот вопрос, что предпримет Трамп в Иране? И варианты ответов. Сухопутная операция будет, ядерный удар применит, выдаст мирный договор за победу. Ну, то есть, дойдет до пика, а потом что-то подмахнет и скажет, так я всех победил, вот такой вот договор, начнут разбираться, а потом думают, да елки-палки. Но чемпионат мира, праздники, день рождения, там какую классную арену построили для боев кулачных в честь, так сказать, праздника. Ну и четвертый вариант, что ничего не будет он предпринимать, он просто потянет, ну, имеется в виду ничего нового, потому что прошлой ночью тоже бомбили, то есть опять-таки какие-то обмены ударом, но ничего такого критичного не будет, просто будет время тянуть и зарабатывать на рынках, вот такой вариант ответа. Давайте с этой темы начнем, потому что, ну, Трамп выглядит очень грозным. Я так понимаю, что он прям обиделся за сбитый вертолет над Ормузским проливом. Апач, последние модификации, пилоты живы. Не показывает, правда, никто. Как вы думаете, что он будет предпринимать, исходя из того, что мы-то его изучили, и Иран изучил, да и все вокруг, в принципе, так как-то не шибко апокалиптически глядят на перспективы? Напрасно, напрасно. Почему напрасно? Ну, потому что они, американцы, вернее, они используют, после того, как им рога пообломал Иран, они используют свою любимую тактику салями нарезать, как я говорю. Вот. Экономические санкции, экономическое воздействие, блокады Ирана. Да, Пакистан открыл границу с Ираном, там 8 коридоров транспортных, снизили фрахт и снизили стоимость перевозок для Ирана на 40%, то есть все нормально. В принципе, у Ирана проблем со снабжением нет. Но эта блокада, во-первых, ударила по добыче и экспорту Ирана нефти. Она просела на 20%. А во-вторых, если вы послушаете ту же милашку Бессент, вводятся новые санкции, и теперь урон, который Иран наносит союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке, имеется в виду пока что монархии, он будет вычитаться из замороженных активов Ирана. Ну и, разумеется, идут постоянно вот эти вот такая точечная эскалация. В результате Иран опять был... Подождите, а что с математикой? Потому что из последних переговорных позиций Ирана и Америки были как раз-таки эти замороженные активы. Там сначала называли 24 миллиарда дайте, потом 12, там что-то 6, вот такие Половину, суммы да. называются. Ну, официальная сумма, которая озвучивается в районе тридцатки. Причем это активы еще замороженные со времен Иранской революции. Поэтому иранская экономика, она все эти годы, более 30 лет существовала в режиме таком санкционном, страшном санкционном режиме. Постоянно они должны были тратить огромные деньги на оборону в условиях ограниченных ресурсов. Ну и в конце концов это их заколебало. Они прекрасно понимают, в чем их сила. Они ее почувствовали. Они посмотрели на результаты своих боевых действий против США и Израиля. И совершенно естественно, Иран хочет завершить это раз и навсегда. Просто уничтожив, в принципе, физическое присутствие США на Ближнем Востоке и, возможно, уничтожив Израиль, скорее всего. Поэтому они все это используют как, скажем так, создание образа миротворца, что мы Иран, мы хотим мира, но мы хотим справедливого мира, мир не только для нас, а для всех, для палестинцев, для ливанцев.
А, Шарик это прекрасно все покупает. Абсолютно большинство по опросам поддерживает Иран. Поэтому, в принципе, если Иран сейчас что-нибудь такое отчебучит, ну, эта поддержка не изменится, а наоборот, еще больше вырастет. Ну, забавные такие. Приходят сообщения, иранские футболисты, они же базируются в Мексике. И картели местные их там чуть ли не на руках носят как героев. Это так показывает отношение братвы по всему миру к реальным героям. Поэтому время играет против США, против мировой экономики, хотя нам Министерство войны заявило, что Армуз открыт, но Иран его закрыл, и последние 2 дня там ни одного корабля не прошло, например. Поэтому я думаю, Иран готов этот вопрос решить раз и навсегда. Я думаю, что они считают, что смогут выдержать еще один удар, примерно такой, какой был в течение 40-дневной войны. Но при этом они обнулят все монархии залива, потому что США создали уже прецедент. Они уничтожили водоснабжение в одной из провинций. В районе и без воды осталось, по-моему, 80 тысяч человек. Поэтому, в принципе, кажется, Иран отвечает тем, что методично уничтожает американские военные базы в Кувейте, в Иордании. Удар был мощный. Радарные установки самолетом бьют, благо спутниковая разведка. У них хорошо работает с помощью, разумеется, партнеров. Но я думаю, что Иран уже готов все. Будет ли, скажем так, наземная операция, типа вот Трамп, мы сейчас захватим тут Карг-Айленд, и вообще, как сказал Милашка Бессент, мы сделаем то же самое, что сделали в Венесуэле, мы захватим всю их нефть. Ну, ребята, вперед. Как раз к дню рождения США, 250-летию промежуточным выбором у вас будет куча гробов. Это супер, красавцы. Поэтому все идет к обострению, на мой взгляд. Ну, вернее, ко второму завершающему этапу этой войны. Мгм. Да, сказал Трамп, что будет захватывать остров Харк. Ну, то, Действительно. что он сказал, слушайте, у него мир уже заключался 38 раз, кто-то посчитал, что все. Ну, опять-таки, Поэтому. как он сказал? Он говорит, мы можем войти туда хоть завтра, направить своих солдат. В Ну да, общем, потому что иранская армия КСИР больше не существует, все давно уничтожено. Сейчас мы выбьем из них все дерьмо, да, да. ну, а просто журналисты смотрят и говорят, что как бы Иран-то подготовился. И по острову Харк, и по другим Ну, возможно, это направлениям. диверсия, возможно, они попытаются захватить какой-то другой регион. Потому что американцы в Израиль перебросили 3000 этих десантников из 82-й дивизии воздушно-десантной. Поэтому, возможно, какая-то высадка куда-то будет. Но если вы посмотрите на карту, там очень такой нехороший рельеф. И потом их же надо снабжать. Что по воздуху, по морю, это какие будут потери. Но я думаю, что в Пентагоне, конечно, особенно Пит Хексет все просчитали, и у них все. Там сегодня горел он, что ли, или какие-то А что-то там у них было, кого-то эвакуировали. газы Что-то за. какие-то там на втором этаже, что-то отравленный Ну, воздух. А, пиццу переели. В общем, по всей видимости, переполошились что-то. Или мексиканской пищи она способствует газоотделению мощному. Вы сказали, что это вполне в себе и вероятно закончится уничтожением Израиля. Ну, Да. ну, глядите, какой мощный Израиль сейчас. Какие у него А претензии. что в нем мощного? С Хамасом справиться не может, с Хезболлой справиться не может. И потом, что значит уничтожение Израиля? Это как уничтожение Украины. 4 прилета страны нет. Раз и нет энергетики больше. Жара 40-50, все встало. 75% питьевой воды из опреснителей. 3 дня и в пустыню, товарищи, в пустыню. То же самое и с монархиями залива, кстати. Аналогичная ситуация. Какие тогда последствия от этого плана, ну или этого сценария для мировой экономики? Задница глобально черная. Ну, скажем так, что-то должно было случиться, да, чтобы вот этот огромный долговой пузырь, тут экономика активов, огромная экономика долга мировая рухнула. Что должно было случиться? Вот может ли нефтяной кризис, вызванный войной,
послужить формальной причиной? Может. Послужит? Не факт. Вот, например, сейчас идет обрушение всех этих щиткомов. Это может вызвать начало банковских проблем, мирового кризиса. Ну, все что угодно. Но последствия для экономики, чем дольше Ормуз закрыт, тем, скажем так, хуже. Потому что, скажем так, те прогнозы, которые были, что вот если он закрыт 2 месяца, то нефть будет 200. Ну, он уже закрыт больше 2 месяцев. А нефть еще не 200, физическая имею в виду. Она доходила до 150, бренд, dated бренд, но еще не 200. Более того, наблюдается некое успокоение на физическом рынке нефти. Российская нефть снова торгуется с дисконтом к бренду. Почему? Ну, потому что Китай резко сократил потребление нефти, вернее, импорт нефти. Если в среднем он там потреблял, грубо говоря, от 10 до 12, в лучшие месяцы 12, ну, условно говоря, 11 миллионов баррелей в день, то сейчас они сократили импорт до, дай бог памяти, по-моему, 6 или 7. Но это как раз случилось частично из-за того, что китайцы стали регулировать цены на бензин, то есть самовары, они стали резко терять рентабельность быстро и, соответственно, уменьшать производство дистиллятов. Но главная причина в том, что американцы установили блокаду. Она, конечно, не полная, они не в состоянии обеспечить полную блокаду, но тем не менее 1,5 миллиона баррелей иранской нефти, на которую рассчитывали китайцы в прошлом месяце, они не получили. Ну и плюс сколько там ушло? Где-то 100 миллионов баррелей российской нефти на танкерах, порядка 200 миллионов баррелей иранской нефти на танкерах, когда временно снимали санкции. Идет, практически уже дошло до ручки опустошение стратегических резервов, за исключением Китая. Ну, вот чуть-чуть, скажем так, ошиблись с прогнозом. Ну, будет не через 2 месяца, а через 3. Но это будет. М, То есть как-то странно выходит, странная логика. То есть чемпионат мира, вроде как все должно быть хорошо. А Трамп, наоборот, даже этих футболистов, которых в Мексике приняли, говорит, пускай переезжают, конечно, но там такой ад устроили им по визам и говорит, что Ну, что вы хотите? Великая страна, империя, так сказать. А ведет себя как последняя шавка мерзкая. вообще, говорит, Ведут себя как прибалты, грубо говоря. не могу гарантировать безопасность футболистам Ирана. Ну, что вы хотите? Ну, еще раз, ну, слабоумный. Что с ним взять? И злопамятный. И очень злобный. Э, Я так понимаю, что если все начнется, и начнется, вот я так понимаю, прямо сейчас, да, вот в Может. ближайшие часы, то визит на Г7 не состоится? Я не знаю, он может и поехать. Слушайте. Сие даже психиатрам неведомо. Поэтому такое абстрактное существо в вакууме. Просто Европа его очень ждет в контексте переговоров с Россией по Украине. Да, 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 это вот та новая фишечка переговоров. Если, Нагнули если о чем Россию. говорите, как вы смотрите на этот процесс? А я смотрю на этот процесс как на капитуляцию России, капитуляцию кремлевских, потому что объясню свою точку зрения. Ну, во-первых, уже много раз говорилось, что, на мой взгляд, 28 пунктов предложения Дмитрия Виткофа – это капитуляция. В чистом виде объяснял, почему. Все эти сказки о том, вернее, не сказки, а разговоры о том, что Украина должна выйти из Донбасса еще раз. Ну, вышла Украина из Донбасса. Дальше что? Вы оставляете Украине армию 800 тысяч, которая будет содержать НАТО? Много вопросов. Ну и потом, кто такой Дмитриев? Дмитриев – это уполномоченный какой-то представитель президента. То есть, вот всю эту пургу, которую он гонит, и все эти 28 пунктов, они должны быть согласованы с Путиным. Это первое. Второе. Ну, есть ЦИПСа, были у нас Ольгинские, у нас тоже есть ЦИПСа.
Значит, бегают эти кремлеботы по блогам, телеграммам, каналам. Я вот люблю иногда что-нибудь такое запостить, потриггерить, посмотреть, на какие ключевые слова они реагируют. Ну, типичные там были всегда реакции, идет, приходят такие люди, имена, фамилии, иногда имя, отчество, разумеется, кириллицей, пишут такое что-то напыщенно, прекрасно, что там не дураки сидят, как хорошо у нас вообще, вы видели госдолг США, ну, такую, знаете, чушь несут. И вот в последнее время их стал триггерить мирное предложение Европы. Вот сегодня испытал. Мгм. Тут же появился и стал писать, что это прекрасно, нас с Европой надо дружить, надо с ними заключать мир. Но, разумеется, на пути мира с Европой стоит этот мерзкий торчок Зеленский. Из чего я заключил, что это теперь официальная политика Кремля. Ну и плюс еще 3 посла напросились на встречу с Рябковым. Блумберг тоже статейку тиснул, что вот, мол, Запад нашел подход, как принудить Путина к капитуляции, я прошу прощения, к миру, на условиях Дмитриева Виткофа. Ну, под выборы, я думаю, они устроят, еще могут и российскую энергетику в каких-то регионах положить. А почему такое умозаключение? Ну, нам же как говорят, Ну, подождите, лучше худой мир, чем хорошая война. Лучше там, вы что, за то, но это не чтобы мир, это не мир, это перемирие, вы за то, потому что чтобы гибли всегда. люди, хотя бы один день перемирия, это уже хорошо, Ну, будет да, ну, меньше весь смертей. вопрос в том, на каких условиях и что будет дальше. И не проходили ли мы этот сценарий раньше, оказывается, проходили. Началась война опять. Сейчас активно, ну, праздник в Украине. В России тоже праздник завтра большой. Ну, это завтра, про праздник в России Да, завтра. сейчас поговорим, а в Украине сегодня. Причем сегодня какой А что праздник? отмечают, если не секрет? Новый праздник Зеленский 2 дня назад ввел. Это день, День УПА, что-нибудь не, такое? день дроновода, дроноводческих систем. Создание, да, войск, да. Да. Вот. И к этому дню, в общем, много материала. Вышел там этот Мадяр, всех, собственно, там, ну, говорит, в общем, из важного, да, он там начал образно сравнивать, сколько убили за год россиян эти системы. Получилось там, сколько там, 4 Лужника, стадион Лужники, в общем, там какой-то поезд можно от Москвы до Казани, до что-то Рязани, такое. там Да. что-то А, такое, да. Рязани, да. Ну, в общем, в сравнениях цифры дал такие. Но он сделал заявление, что Крым превратят в остров и отрежут. Всего на Крым 5 мостов, и, я так понимаю, 3 из них, да, вот поразили. Степень поражения непонятна, но мост под Армянском есть видео, где он прям уничтожен. Где-то уже возвели понтонные переправы, где-то нет, но, в общем, будут отрезать Крым от суши, вот через удары по этим мостам. Возникает очень понятный вопрос, да? Зачем это делается? На что это реально повлияет? И вот честно, но мы же все-таки немножко уже были в этой шкуре. С нами Зеленский очень долго так играл вот этими всеми мощными победами. Причем никто не умаляет, что бензина нет в Крыму, что талоны сегодня не сработали, что талоны ввели вообще в других регионах России. Сейчас мы об этом отдельно поговорим. Ну, я думаю, там не все связано с Зеленским. А, Далеко не все. Ну, не будем умалять, конечно, да, действительно, там Украина, инициатива по дронам, да, но на фронте-то перелома нет. Сейчас, Ну, там его нет и быть не может. сейчас заявили о том, что огибают Константиновку, не только саму Константиновку занимают российские войска, но и огибают с севера, там роскошное, по-моему, село, в общем, сразу севернее Константиновки, то есть делают такой козырек, пробивают, и некоторые уже поспешили вообще сказать, что она окружена, но так не бывает, когда ты находишься в самом, это цитата Зеленского, лучшем положении на фронте за все годы войны. Вот сейчас. Ну, самое лучшее положение на фронте было осенью
22 года. И генерал Милли тогда совершенно четко сказал, что, ребят, договариваться надо сейчас. Но лучше уже не будет. Но его не послушали. Тоже думали, что вот сейчас все рухнет. Ну, смотрите, это же успехи, скажем так, на отдельных участках. Да? А по большому счету перевес живой силы где-то 2 к 1, перевес в авиации. Сами знаете, какой ПВО Украины нет от слова совсем. Ну, а дальнобойные дроны, ну, да, они наносят ущерб. И они будут дальше наносить ущерб, потому что Россия огромная страна, и ПВО практически ну, все прикрыть невозможно. Но там тоже, на самом деле, много вопросов, потому что когда-то сбивается вообще все, что летит, сбивается. А потом получается случай, когда огромная болванка, медленно летящая, как этот фламинго, пролетает 900 километров, и никто даже ни словом, ни духом, поэтому... Ну, это война. Живые люди воюют, скажем так. Но если посмотреть, скажем так, с другой стороны, ведь это работает ЦИПСа, да, вот там вот мы поразили там дроном чего-то. Ну, причем украинцы стали применять дроны против мирника очень сильно, да. И вот все это публикуют. А если посмотреть на количество запущенных дронов и дронов, достигших целей, то там соотношение где-то, вот я видел, 8 к 1, 7 к 1 в пользу России. Просто ну, наши ЦИПСы почему-то не заморачиваются этим, знаете, так широко все это освещать в средствах массовой информации. А то, что вынесли практически, ну, не все локомотивы, но процентов 60 уже вынесли. Скоро будет нарушено железнодорожное сообщение. Наконец-то начали бить по мосту в Затоке. Да, наконец-то начали практически бить по этим самым транспортному мосту из Констанции, то есть по кораблям. Что творится в Одесском порту, ну, можно почитать даже западные СМИ, которые пишут, что у компании просто больше нет денег все дело восстанавливать, потому что постоянно разрушается. А это важнейший логистический коридор. Но, с другой стороны, еще раз, энергетика есть почему-то в Украине. Почему-то логистические пути в Западенщине не разрушены. Большая загадка для меня. Ну, там же, как говорили, мост разрушить — это очень тяжело, это невозможно. Ну да, да, только почему-то у украинцев дронами получается, а у нас вот нет. Вот, ну вот так вот. Вот такие у них продвинутые дроны. А наши Искандеры, которые были как раз и спроектированы, и сделаны, и задуманы для разрушения инфраструктуры, в том числе мостов, почему-то вот по мостам не используются. Ну, бывает. Загадочная война, еще раз я говорю, это не странная война, а пиратские я называю. Ну, сами, ну, вот все туда дожал страну, все, вот еще 2 прилета энергетика ложится. Ну и прикольно будет, если перед выборами ляжет энергетика России, не Украины. А вот это будет прикол. Не удивлюсь с такими талантливыми управленцами. Вы думаете, фламинго? Вот сейчас разгоняется какой нарратив, что нет Ну, зачем безопасной, фламинго? Смотрите, нет безопасной наши территории американские партнеры, на наши европейской американские части партнеры, да, России. следуя духу Анкориджа. Мгм. Они, значит, разрабатывали и разработали такой гибрид, примерно как мы сделали, бомба, крылышки и реактивный двигатель. При запуске самолета это дальность где-то 960, ну, по 1000 километров. Значительно дешевле остальных американских аналогов. До конца года специально под Украину сделали. До конца года, если не ошибаюсь, планируют произвести в районе 1000 боеприпасов. Была нужна пауза, да, как я много раз говорил, анкоридский дух Анкориджа, духан, пауза, чтобы, во-первых, не раздолбали всю энергетику Украины, не положили ее сразу. Ну как же, это же не в духе Анкориджа. И, во-вторых, дать Украине хоть какую-то авиацию. Авиацию дали, дают там часть, ну, старая, кого волнует, они используются в том, как
платформы для запуска либо ракет, либо вот этих бомб, которые поступают. Эти ребята работают спокойно в условиях отсутствия GPS и всего остального. Весит 200 килограмм. Цель в разы менее заметная, чем тот же фламинго. Ну, туполевская бандура. Старая. Ну и все. А на хохлов можно все списать, на хохлов можно все повесить. И все, вот вам и, скажем так, одно из возможных решений вопроса с энергетическими мощностями в России, которые, я думаю, Запад уже принял решение произвести, потому что никакого ответа по Западу ни за какие их проделки нет и пока что не предвидится. М, Ну так хорошо. Если все к этому идет, то почему не соглашаться, а отказываться от переговоров и вот этих условий? Стоим, где стоим, и, в общем-то, перемирие, дипломатия и все остальное. Что ж, не понял вопроса. Ну вот сейчас же как вот Европа с Зеленским, о чем они говорят? О том, что 5 условий, значит, Да, ну, да, по линии по разграничений. линии Корейский сценарий, разграничения, да. да, там Размещение западных сил как гарантии мира и стабильности. контингенты, все дела. То есть Да, да, почему да. тогда просто не согласиться на это, да и все? Ну, наверное, в Кремле опасаются каких-то, наверное, какого-то внутреннего недовольства, что ли. Ну, я думаю, к этому все идет. Британию шатнуло как-то не по-детски. Мы тут говорим о том, какие замечательные европейские партнеры, британцы, которые руководят Украиной. Увольняется министр обороны Хилли с письмом, которое ознаменует хлопок дверью, так что слышно на весь мир, но в Украину точно слышно. Говорит, денег нет Британии. Нет Нет, денег. второй год уже нет, да. Я, значит, запрашиваю деньги, мне нужны оборонные проекты, все дела. Я просто... У нас же ж как, у нас не дописывают эти все вещи. Он не может в том числе и украинские проекты по строительству заводов Да, дронов, да, всякой вот да. этой, ну, остальной чепухи, в том числе вот этих скальпов, Storm Shadow и аналогов. Он не может это финансировать, и он не находит ничего лучше, как уйти, причем громко и со скандалом. Это характеризует более чем красноречиво положение дел в Великобритании. Старушка, ну все, Ну, у кашляет. них кассовый разрыв, у них кассовый разрыв. И единственное, что они могут делать, попытаться сделать, это секвестировать бюджет. Но секвестирование бюджета приведет к удару по их основной электоральной базе. Сразу, ну, это равносильно политическому самоубийству. Эта проблема у них уже вот второй год. Единственное, что, на что они могут рассчитывать, это помощь МВФ, например, позор какой, да. Мгм. Возможно, это их на какое-то время спасет. Но если вы задумаетесь, ну бред какой-то, да, ну сколько там нужно ердов на эти заводы? Ну, 10, ну, 20. Ну, если так задуматься, что это за деньги для Запада? Нет, а Смешные какие-то деньги. может он сбегает, потому что все заканчивается. Нет, нет, я не думаю. Просто я думаю, там еще, знаете, все это на публику договорничок завалить стрёмного. Потому что стрёмно уходить не хочет. Соответственно, если вы посмотрите, как разваливались, как уходили предыдущих примеров, начала разваливаться кабинет и все. И это уже, по-моему, не первый член кабинета, кто ушел, по-моему, второй или третий. Ну, борются за место начальника партии. Стрёмно уходить не хочет, но сейчас будут его выносить вперед ногами. Я думаю, это такая, знаете ли, внутриполитическая борьба, потому что, ну, такое там, еще раз, десяток-два ердов, ну, ребят, ну, что, глумитесь, что ли? Просите у Тиля. Тиль вам с радостью даст. А, то есть вы не думаете, что это как-то отразится на Украине, на Не, не приказах, думаю. на Не думаю. целеполагании?
Ну, кто-то, слушайте, ну, другой построит эти заводы. Да, даже тех дронов, которые они собираются до конца года выпустить, по-моему, там 25 тысяч. Это такой нормальный удар. Но по большому счету, да, у Европы нет денег. Ну, даже те деньги, которые они нашли, там 800 миллиардов, по-моему, евро на 4 года, да, для подготовки к войне с Россией. Если вы посмотрите, всего, по-моему, 185 миллиардов реально идут в ВПК и на армию. Все остальное идет по, скажем так, карманам евродепутатов. А Россия готова к войне с Европой? В том виде, в котором сейчас есть руководство, нет. Ну почему? Базу там какую-то возле Финляндии строят, сегодня Я сказал сообщили. про менеджмент. Знаете, это как известный принцип любого управленческого консалтинга. Не бывает плохих рабочих, бывают плохие менеджеры. Соответственно, менеджеры, на мой взгляд, не очень соответствуют задаче. Вот менеджеры там, к югу, да, молодой тала, это да, это вот манагеры. Ребята организуют эффективное производство. И плохих рабочих и у них нет. М, Тогда получается, что президент Эстонии, в общем, соврал, когда говорит, что летом есть окно возможностей закончить войну. Извините. Летом что есть? Закончить войну, окно возможностей. Ну, у них, как и у Трампа, окно возможностей периодически появляется, но для них случилось самое страшное, на мой взгляд, для евробюрократов. Это то, что много раз говорил, у них ресентимент, который всех их держал вместе, это был война со страшными русскими. Надо к ней готовиться, держаться вместе и тому подобное. Подгонять бабки. Ну и теперь, получается, этот ресентимент получил мощнейшую пробоину. В Италии вообще парламент заявил, что, товарищи, ну-ка давайте-ка прорабатывать механизмы скорого снятия санкций с России. То есть, ну, получили мощнейший ресентимент, получил мощнейшую пробоину. Хотя они могут поговорить, потом сказать, а с этими русскими бесполезно о чем-либо договариваться. Они еще более кровожадные и упоротые, чем иранцы, поэтому, товарищи, попытаемся вернуть все взад. Но не выйдет, потому что Шагнар Массы посмотрит, скажет так. Мы не хотим войны. Вы что, придурки, пошли договариваться? Идите дальше договариваться. Так что тут такой театр абсурда, он набирает обороты. Близимся к финалу. Приближаемся к финалу. Ну, финал, конечно, будет закончен, возможно, яркой какой-то точкой. Как вы... Да, да, очень яркое. С очень высокой температурой. То есть ядерный удар, ну, вполне себе вариант. Потому что, смотрите, опять-таки, понятно, что нужно время подготовиться. Россия заявляла, что будут регулярные обстрелы Киева, массированные. Сейчас никаких обстрелов. Даже как-то все как-то переглядываются. То есть опять какая-то пауза. Опять какие-то праздники. Опять кто-то что-то кому-то попросил. То есть ударов этих нет. И ну, тут два варианта. Или не могут, или не хотят. Потому что ждут какого-то финала, какого-то завершения. Не хотят кого-то расстраивать. Я думаю, что не хотят кого-то расстраивать. Могут еще раз, но слушайте, ну, в принципе, без ПВО Киев можно было давно сравнять с лицом земли, с лицом земли. ПВО-то нет никакого. Но вот ждут, типа, вот. Мы же не такие. Это же братский народ. Ну, такое там втирают, да, в последнее время. Зеленский поговорил с Кушнером и Уиткофом. В принципе, сообщили, что в июне месяце может приехать опять Кушнер и Уитков. Но они же себя полностью дискредитировали. Пока в Украине свои фламинго
да, разрабатываются, стреляют в сторону России, попадают даже в завод. Да, Что свои патриоты даже уже. Вон. свои патриоты Да, обещают, вот с минуты на да. минуту. Вот-вот, да. Причем так интересно, в Чебоксарах завод был обшит антидроновыми сетками. Ну, то есть, Ну, а тут фламинго пролетело. Оно несколько тяжелее, чем дрон, да. вот, поэтому тут тоже такое. То есть сказать, что не готовились нельзя, готовились, понимали, что может дострелить, и, в общем-то, ну, фламинго прилетел. Но у Кушнера же и Виткофа там свои фламинго летают по Албании. 2 недели Да, на протестах люди против того, чтобы остров Иванке достался, Иванке Трамп. да, да. А то рассказывают, мы катались на яхте, такой классный остров увидели, дай С куплю. брателлой Ротшильдом он нам показал такой остров, мы решили его купить, да. А там заповедная зона, и албанцы теперь бунтуют. О чем говорит эта ситуация? И какой итог, как вы думаете, будет? С островом? Да. Не, ну, люди сейчас во многих странах люди в поиске причины побунтовать. То есть ситуация накалена. Ну, соответственно, вот нашлась группа, скажем так, энтузиастов, руководящей направляющей силы, которая, наверное, хочет скинуть существующего президента или кто там премьер-министр Албании, занять его место. Подвернулся повод. Ну, давайте побузим. Посмотрим, что из этого выйдет. Все очень просто, на мой взгляд. Ну, смотрите, Трампа последнее время такое ощущение, что вообще никто не боится. Если первый год расшаркивались, кланялись в землю матушку, сейчас вот даже выходит Такер Карлсон и говорит, слушайте, страшные вещи говорит. Нет, не про израильское лобби, не про какие-то вещи. Он говорит, так а получается, что Трамп не способен договариваться. 38 раз пытается договориться с Ираном, ничего не получается. А что это за переговорщик такой? Да что это за специалист по сделкам, да? Не, ну, люди же смотрят на антирейтинги Трампа. Они бьют все рекорды, мыслимые и немыслимые. Поэтому он растерял всю свою значительную часть своей электоральной базы. Единственное, что у него хардкорного осталось, это евангелисты, сионисты. Остальных, ну, союзников растерял. В общем, ну, как я и говорил, это хромая подбитая утка. Сбитый летчик. Поэтому все в Европе вот уверены, что республиканцы с треском проиграют промежуточные выборы. Ну, а там до импичмента Трампа рукой подать. Поэтому его надо пересидеть. Поскольку он себя показал не только великим политиком, но великим стратегом везде и вся, ну, над ним уже начинаем глумиться просто. И переводит, как вы правильно сказали, на мой взгляд, его перестали бояться. И те времена, когда там расшаркивались, папочка приехал в стиле Рютте, ну, уже давно прошли. И, ну, они поняли все элементарную вещь, что чтобы как-то работать с Трампом продуктивно, его просто надо посылать на 3 буквы. Потому что он тако. И все. Вообще, конечно, мир переходит в такую фазу определенного метаморфоза. Сегодня Wall Street Journal опубликует статью. В общем, ну как, на протяжении столетий международная политика, она как бы строилась на принципе, что вот такая идея, большие страны задают тон, малые подстраиваются. Размер экономики, численность населения, там, военная мощь, вот эти все факторы, контроль над ресурсами, это типа главный источник влияния. Ну, там как бы изучили Иран и Украину в этом материале. И, в общем, страны, которые, ограничения, да, с которыми сталкиваются отдельные страны, они вообще кажутся такими немыслимыми. И вот, например, быстрая реализация своих целей в Украине Россия не смогла, США не смогла навязать волю Ирану, Китай внимательно тоже это все изучает применительно к Тайваню, там на этой неделе как бы походили там немножко судами, побряцали оружием, тайванцы тоже отрабатывали высадку десанта китайского тоже там с боевым применением ну, разного оружия. То есть меняется сама природа власти. У меня такой простой вопрос, он такой глупый, как у Дудя, вот это вот, да?
Так, Степан Евгеньевич, а в чем сила тогда? Сила в применении силы. Элиты во всех странах выродились. Ну, смотрите, когда начинают сравнивать Украину и Иран, ну, я прохожу сразу дальше. Потому что люди вообще они не понимают, о чем они говорят. А, а, Потому что, скажем так, вот если бы не было операции «Народ как пудель», если бы не было до этого 3 обменов ударами позапрошлом году, если бы была какая-то хотя бы адекватная, что ли, разведка, которая бы подавала наверх информацию с полей, а не уже препарированную для потребления принимающих решения, то да, можно было бы, конечно, сказать, что да, вот Иран как Украина. Но слушайте, все, кто хотел увидеть и мог увидеть, в состоянии увидеть, должны были понять, что э, Иран страна большая, огромная стратегическая глубина, ракетный потенциал огромный, Извините, ракеты пожалуйста, прекрасные. сейчас продолжим наше философство и рассуждение. Товарищи, вот вы сейчас смотрите это в прямом эфире. Пожалуйста, поставьте лайк. Ой, Степан Да, Геннадьевич, товарищи. Степан Геннадьевич, я отменил удары по Ирану, которые должны были быть ночью. Мы теперь близки к соглашению. Дональд Джей Обосрался. Трамп. 39 раз. Вот Ну, поэтому наверное, есть... наверное, милашка Бессент прибежала и сказала: слышь, старый пес, там СМП сейчас уровни пробивает. Ну-ка давай, что, гони, подгоняй. Ну как Ну, не в этот можно? раз, так в следующий. Смотрите, как можно? Вот мы с вами всерьез там Нет, анализируем. нет, элементарно. Слушайте, еще раз, Иран из переговоров вышел 3 дня назад. Армуз закрыт. И вот, когда Иран что-то говорит, официальные лица, уже, по-моему, все должны привыкнуть, что они говорят, они это и делают. И они заявили, что мы с этим больше, прошу прощения, с американской стороной, которую представляет Трамп и его кабинет, больше переговоры не ведем, потому что они ни к чему не приводят. Все. Ну, наверное, сегодня отменил, завтра ударит на выходные. Типа, мы снова сейчас Иран, вот в этот раз мы на выходные за 2 дня из них, как он сказал, выбомбим все дерьмо. Да. И вот тогда к понедельнику они точно приползут на колени. Понимаете, потому что здесь ситуация на самом деле патовая. Потому что позиции сторон, они в принципе несовместимы, но самое страшное не это. Самое страшное то, что Нетаньяху для продолжения своей политической карьеры и чтобы оставаться на свободе, ему необходимо продолжение войны любой ценой. Почему? Потому что, когда иранцы сказали, значит, еще ты там что-то посмотришь в сторону Дахия, получишь. Получил. Тут же американцы так жиденько обгадились и сказали: блин, слушайте, нам вот это вот совсем не нужно. И тут же оппозиция начала клевать Натаньяху, что он предает интересы Израиля и ставит их в угоду Америки. Например. Да, такой пример. Оппозиция у Натаньяху и его партии сейчас очень шаткая. Скоро выборы назначены. Натаньяху, конечно, тот еще жук, да, политический, как он называет, политическое животное. Он пережил и выжил в таких, и вышел из таких политических передряг, что, ну, по-моему, единственный политик на земле, который остался способен на такое. Ну, посмотримся не в этот раз. Трампу, чтобы сохранить свою политическую жизнь и тоже, между прочим, остаться на воле, что он такого накуролесил, что мама не горюй, все, как говорится, под запись. Ему необходимо прекращение войны. Потому что продолжение войны означает закрытие Армуза, еще большие цены на бензин и еще большая задница американской экономики. И, то есть, ну, на республиканцах на выборах можно будет ставить крест. Потому что единственное, что волнует американцев, как показывает предвыборная практика,
Это экономическое состояние экономики. Все. Их интересы не пересекаются тоже в данной ситуации. Как они будут взаимодействовать и что будет дальше, скажем так, возможны варианты. И третья точка – Иран. Им необходимо решать вопросы раз и навсегда. Они это понимают, они это не раз декларировали. Значит, они будут решать, как они могут. Им нужно начало боевых действий, чтобы решить вопросы раз и навсегда. А что они следующим будут делать? Они заявят, что они выходят из договора о нераспространении ядерного оружия. Трампу и так уже отрезали все выходы с сохранением лица, по большому счету, как бы он ни пытался это сделать. Они сделают это заявление, потом рванут ядерный девайс. Мгм. Благо, молодой Атала отменил фетву своего отца, которая запрещала разработку и применение ядерного оружия. Он это отменил. Теперь ядерное оружие можно разрабатывать и применять при условии угрозы существования Исламской Республики. Они проводят взрыв. Дальше они смотрят на соседей, смотрят на американцев, говорят, ну что, как дела, братаны? Мы вас предупреждали, чтобы в Ливане ничего не происходило. Мы вас предупреждали, чтобы в Палестине ничего не происходило. Предупреждали. Это были наши договоренности, подтвержденные премьер-министром Пакистана. Были. Ну, получите. И с ними же никто ничего не сделает от слова совсем. И проблему они решат по-любому. Поэтому все так, в мертвом припадке. Ну, тут смотрите, по поводу там гегемон, если обращаться к этому сообщению в соцсети Трампа, то тут очень интересна деталь. Значит, обсуждения и пункты были концептуально и в мельчайших деталях одобрены всеми вовлеченными сторонами. Понятно, Иран одобрил, но всеми сторонами. США, Израиль, Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие. Морская блокада будет осуществляться в полной силе до тех пор, пока эту сделку не подпишут. Время и место подписания объявим в ближайшее время. То есть это не просто он прям время и место подписания готов объявить. То есть, видимо, Ну, это 39-й раз, да. таки договорились, понимаете? То есть тоже Да, такой момент. если они вышли из переговоров, о чем они договорились? Еще 39-й раз. И обращайте на него внимание, как говорится. Ну, Дедушка старый, ему все равно. как же как же на него не обращать Всегда внимания? хочется спросить, уважаемый президент Трамп, а эти люди, с которыми вы договорились, они с нами в одной комнате? Закончите, пожалуйста, мысль, в чем сила, потому что мы как-то, знаете, Ну, сила в том, что вот Иран, да, было понятно, что а, нет у Израиля и США чего-либо, чтобы противопоставить иранским ракетам. Нет, слова совсем. Если вы посмотрите на Израиль, посмотрите на размер Израиля, на размер Ирана, посмотрите на то, что у них у всех отсутствует ПВО, сколь-либо эффективно против последних 2 поколений уже иранских ракет, там все было ясно. Именно так все и произошло. Да, базы американские уничтожены, Израиль получил по первое число реально, и не Иран просил о прекращении боевых действий во второй раз, а Израиль. С Украиной ситуация совершенно другая. Украина, могла быть уничтожена уже несколько раз. Нет политической воли, нет силы на применение силы. У американцев есть сила в применении силы, но их, как говорится, силы просто недостаточно для этого, для того, чтобы совладать с Ираном. Это было очевидно, всем, у кого есть 2 нейрона, по большей части населения Земли их нет. значит, еще одна новость дня сегодняшнего. Вы говорите, вот Духан Кориджа, нет его, нет его. Ну, Как нету? Есть, вон в пробирках подвезли, скоро еще подвезут. ну, смотрите, США до 18 декабря продлили разрешение на транзакции
подсанкционными банками России, которые касаются гражданской ядерной энергетики, Минфин сообщил. Документ, Еще бы. документ разрешает операции через National Clearing Center и отдельные банки России, которые необходимы для того, чтобы, ну, в общем, атомные проекты функционировали, международные, в которые Да, российская да. сторона. Сколько процентов американского урана приезжает из России, если не секрет? 30. И все. Все очень просто. Помните историю с алюминием, с санкциями? Вот все, запрет. Оба, все стало раком. Нет, вот с алюминием мы поторопились. А почему Так и здесь. Европа так не делает? Потому что, Или еще она раз, так делает, просто... европейской бюрократии, как любая бюрократия брюссельская, у нее единственная цель – выживание и размножение. Соответственно, после того, как климатическая повесточка накрылась медным тазом, нужно было найти новый ресентимент Ницше, чтобы всех объединить. Его нашли. Это вот страшно, это вот варвары к востоку. Если это страшные варвары к востоку, с которым предстоит битва не на жизнь, а на смерть, то вообще о каких переговорах, каких баблашках, каком здравом смысле может идти речь. Потому что почему так относились к Орбану, потому что и к Фицо до сих пор, да потому что они посмели немножко пописать против ветра. Вот и все. Да, значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, ну, подведем итоги. Что предпримет Трамп в Иране? Значит, 6... интересно сейчас выглядит опрос после вот этой ну, вот свежей новости. 6% сухопутная операция, 6% ядерный удар, 30 выдаст мирный договор за победу и 58 ничего, будет тянуть время и зарабатывать. Ну так-то оно и вышло, понимаете? Только тут проблемка такая. Рынки, ну как-то уже не шибко и реагируют на его вот эти выпады. Ну, правильно, мальчик слишком много раз кричал «волк». Когда придет волк, его уже никто слушать не будет, и его съедят. Это да. Значит, поехали вопросы. Начнем с клуба зрителей «Шелест», потом перейдем к сообществу и к чату трансляции. Значит, вот такие у нас сегодня вопросы, Степан Геннадьевич. Вот такой вопрос. Что если России специально сказали встать в ступор, чтобы бриты вошли в кураж и не заметили, как третья сила раскачает и уронит их окончательно? Потому что у бритов фантомные боли от Российской империи, у них уже так ограничения, интернет по паспорту уже вот-вот, протесты из-за убийства белого ситхом, стрёмный, видите, ваша риторика, стрёмный, скоро все, ладно, хоть салат пережил на посту, а тут, как я вижу, одни увлечены уже Россией. Второй вопрос. Как вы видите будущее, если власть на шарике возьмут корпорации? Ну и финальный, когда Ватикан позволит использовать эфир, ведь это может помочь создать новую всемирную религию. Как думаете? Первый вопрос, я просто не понял связи. Смотрите, все считают, что Россию загоняют. Ну вот, это так общепринято политологически, в эти сети, медведя гонят в эти сети. А пользователь, он говорит, а может это Британию загоняют? С этим Зеленским, с этой Нет, Европу нет, еще историей. раз. В этом смысле он абсолютно прав, потому что одной из целей заманивания Путина в украинскую ловушку в свое время это было разрушение Евросоюза и НАТО. Что же разрушение Евросоюза и НАТО? Это полное экономическое закабаление Европы и превращение их из так называемых союзников просто тупо вассалов Америки. Для чего? Чтобы потом идти общим строем и бороться с Китаем. Чтобы не было никакого дополнительного рынка сбыта у Китая, чтобы Европа шла четко в фарватере США во время этой борьбы, несмотря ни на какие экономические проблемы и тому подобное. В этом смысле, да, Британия как часть Европы.
Ну, да, это много раз говорилось, и, ну, так оно и есть. Посмотрите на результаты, прекрасно все работает. А что касается корпораций, ну, они уже всем владеют. Политики все просто шестерки корпораций. В Штатах это очень хорошо видно по так называемой политике вращающихся дверей, когда, скажем, чиновник средней руки или даже большой руки, надирающий, скажем, за каким-то сектором экономики, после завершения карьеры получает очень сладкую позицию на борде какой-нибудь огромной корпорации. А транснациональные корпорации, они уже давно никак не привязаны к каким-либо национальным границам. Правительства сменяются в любой точке мира. А, Поэтому все, да, уже давно корпорации правят миром, деньги. Люди гибнут за металл, как пел один известный персонаж. Мгм. Ну и Ватикан и эфир. Я думаю, что Ватикан в определенный момент не сможет уже ничем контролировать. В смысле того, что вся вот эта наука, которую мы знаем, которую нас учили, уже слишком, ну, скажем так, еретики и псевдоученые, они уже близки к тому, что наберут критический вес. И это все пойдет в Шиннар-массы. Мгм. Так, вот такой вопрос. Здравствуйте, уважаемый Тимур, Александр. Я сам из Одессы, живу в Германии. У меня вопрос. Откуда европейских лидеров и украинских такое шапка закидательства? Украину бомбили 4 года. Всю простреливают. Конечно, прям сильно не бомбили там, где очень больно. Но, как по мне, урон от беспилотников сомнительный. А так весь мир сейчас перестал делать ракеты вообще, что ли? Да и пока толстый похудеет, худой сдохнет. А прожив в Украине даже во время войны, то она уже давно при смерти. Правда, откуда такое шапка закидательства? Марк интересуется. Ну, тоже много раз об этом говорил Марк. Вот когда вот все режимы демократии, они рано или поздно вырождаются в диктатуру. Что в Штатах, что в Европе. Ну, у нас вообще демократии в России никогда не было, по большому счету. А в чем особенность такой диктатуры вертикали власти? Это отсутствие какой-либо отрицательной обратной связи, то есть какой-либо связи с действительностью. Как власть имущие, принимающие решения, получают информацию. Ну, скажем, вот у вас есть агентурная сеть, скажем, ЦРУ или КГБ. Ой, прошу прощения, ФСБ. Откуда ЦРУ получает информацию, скажем, о ситуации в Украине? Вот СБУ. ЦРУ свернула свою агентурную сеть давно. Откуда ЦРУ получает информацию о Ближнем Востоке? От Моссада. Соответственно, это уже идет байс, да? Далее, предположим, они вот сейчас фиксируются, ЦРУ, они фиксируются на аналитической работе, в основном не на агентурной, на аналитической. Хорошо. Аналитик пишет доклад, все изучив, возможно, даже использовав жутко секретный ИИ от Палантира или еще что-то. Клод, антропик. Да, это вообще, это все. Уровень Бога. Вот проанализировал, там написал, пришел к выводу, что, ну, в общем, да, хреновая ситуация. Несет он это своему middle менеджеру, который занимает позицию, который сидит выше, он, скажем так, весьма и весьма осведомлен о политических ветрах. Он смотрит на этот доклад и понимает, что если он такое положит на стол наверху, то, ну, наверное, карьере придет конец. Потому что должно быть что? Единомыслие. Соответственно, это все массажирует. И дальше это идет уже наверх. В результате люди, принимающие решения, не имеют ни малейшего представления о том, что происходит реально. Более того, политики на Западе еще иногда обеспокоены, скажем так, возможными юридическими последствиями принимаемых решений. Поэтому они ту же развединформацию
Они уже давно используют не для принятия решений, а для обоснования уже принятых решений. Чтобы если, когда вдруг что-то, их задница окажется в суде, либо в Конгрессе, он достанет этот докладик спецслужб и скажет: вот смотрите, я все делал согласно Ну да, установленному задницу порядку. прикрыть, да. Да, вот и все. Вы получаете верхушку, которая принимает решения, которая вообще без понятия, что происходит на Земле. Вообще. Так а чё они тогда так рисуются? Чем? Кто рисуется? Ну вот это смотрите, какие мы там мощные, сильные. Ну, Раз... они не рисуются, они реально так думают. Понимаете, в чем ужас? Они реально так думают. И они необучаемы, потому что, еще раз говорю, вот возьмем Иран. Их это ничему не научило. Вот это вот вообще последняя война с Ираном, это был последний величайший факап израильских спецслужб. Ну, потому что такой бред нести, так всех подставить самих себя, ну, это надо уметь. Почему? Потому что они необучаемые. Например, обезглавливание, да, у них любимая тактика. Ну, к чему она вас привела? Вы победили Хамас, вы победили Хезболлу, вы победили Иран? Нет. Везде вы получили то, что вы убрали, скажем так, забронзовевших таких лидеров авторитетных, которые прежде чем что-то взорвать, 7 раз подумают. Кто пришел на их место? Не менее способные новые лидеры, молодые, горячие, которые сначала вас взрывают, потом думают: красавцы. Я уже не говорю про крестьянство. Тоже обезглавили в свое время. И что? Но, тем не менее, продолжают делать это из раза в раз, необучаемые. Значит, Роман, добрый вечер, Степан, Александр. У меня вопрос к Степану. Вроде столько времени уже прошло, и показали всему миру, что дипломатичны, и должны были уже окончательно понять, что договариваться на равных с США — это пустая трата времени. Как ни крути, а экономике Ирана тоже досталось за время этого псевдоперемирия. Чего еще ждут? Не пора ли решить вопрос раз и навсегда? Какова вероятность, что после сегодняшней ночи конфликт разгорится по полной? Ну, я так понимаю, Ну, если не после сегодняшней, после... за 10 минут человек до этого объявления написал. Вот, да, я Ну, не посмотрел. сегодняшняя ночь, а там будет завтрашняя ночь, например. Еще раз, это 39-е заявление Трампа, что вот все люди, с которыми мы ведем мирные переговоры, находящиеся в этой комнате, совсем согласились. Дату и место объявлю через 2-3 дня. Потом это будет 2-3 недели и так далее. Да. Сообщество. Поехали, продолжаем режим Блиц. Михаил, а почему великий мандарин не пускает в гастроли в Прибалтику бурановских бабушек? Ведь после успешных гастролей европейцы поменяют и памперсы, настрой на столкновение с ВСРФ, что принесет мандарину восстановление спроса и стабильность китайской экономики. Мандарину нужен стабильность китайской экономики. И кто вам сказал, что мандарин хочет вообще мириться с Россией? Какой вы наивный. Ну это что не Прониклись пускает? духом Анкориджа. Бурановских бабушек, это что он... Начитались Дмитриева. Бывает с Ушаковым. Бывает, бывает. Степан Геннадьевич, опубликовали очередные списки военных производств, теперь уже в Канаде. Я понять не могу, О, да, да, зачем? да. Анна пишет. Слушайте, не Неужели спрашивайте нельзя? меня, спрашивайте тех, кто публиковал. Неужели нельзя Что вы мне задаете попытаться такие идиотские вопросы? попытаться там диверсию устроить, хотя бы в Европе, и ищи свищи, Мы кто не виноват. такие. Уйди, А противный. всю Мы не информацию такие. делают публичной. Шапито какое-то, блин, сокрушается Анна. Так и есть цирк с конями. Цирк уехал, клоуны остались. Ой, так. Тут вот Денис пишет. Вопрос криптоэкономический. После начала замеса в Иране биткоин стоит как вкопанный, хотя и ежу понятно, что все обернется для нефтеэкономики и чем. А сейчас без особых событий вдруг биток просел. Это точно рынок двигает, кто-то конкретный. Ну, зайдите сейчас вот на фоне этих новостей. Злой кукол. Злой коварный кукол. Так они, конечно.
Конечно, они зарабатывают на биткоине, на этих Да всех. нет. Просто все эти криптофаперы, они не поняли, что произошло с рынком, вот и все. А туда зашли 1,5 года назад институционалы. Они тогда, криптофаперы, все так аплодировали. Ура, ура, вот сейчас будет 500 тысяч, сейчас будет миллион. Вот тут законы принимают, фонды создают. Догнали до цели 126, и все упало. Почему упало? Ну, потому что институциональные фонды, им наплевать на все эти ваши сказочки о светлом будущем, о каком-то независимости, еще что-то. Им нужен тренд, на котором можно делать деньги. Соответственно, если нет тренда, надо выходить из актива, если вы особенно начинаете нести потери. Вот институционалы уже где-то полгода, если не больше, тупо выходят из своих позиций в щиткоине. Уже где 45... Сейчас там статистика последняя была, что на данных уровнях в плюсе пока что 45 вообще всех холдеров щиткоина. Всего. Соответственно, если вы посмотрите, тот же BlackRock постоянно выводит на криптобирже и щиткоин и все остальное, все, что было у клиентов, потому что они продают. Тренда нет. Вернее, он есть вниз, он их это не интересует. Они заходят, когда тренд есть вверх, его нет. Поэтому там все поменялось. Рынок абсолютно поменялся. Мгм. Степан Геннадьевич, квартира в Дубайске, все, фиксируем убыток. А что скажете про недвижимость в Грузии в цене? Кому на Руси жить хорошо, трезвому или пьяному? Это второй вопрос. Ой, ну, я говорю так, что кто на России пожил, тот в цирке не смеется. Трезвому тяжело. Но если вы пьете, вы теряете время и совесть. Черт, даже не знаю, что, наверное, пьяному тяжелее, легче будет все восприниматься. Но если вы трезво к этому привыкаете через какое-то время, на самом деле жизнь интереснее. А, Я бы не смотрел бы на Грузию, я бы смотрел бы на недвижимость где-нибудь в Иране, в Тегеране, например, когда все это закончится. Потому что, ну, Тегеран и Иран, они станут экономическим и финансовым центром Ближнего Востока. Потому что мало кто еще понимает, что даже если Дубайск там, если их не отправят обратно в пустыню, этих папуасов, то что такое Дубайск, что такое Катарск? Ну, это два таких отмывочных центра, прачечных, больших, западных, в долларовой зоне. Произошла дедоляризация Ближнего Востока. Соответственно, произошла юанизация. Кто флагман этой юанизации? Иран. Мгм, интересно. Соответственно, следующий финансовый центр Это насчет... Ближнего Востока – это Иран экономический. э, И потом задумайтесь, что Иран под этими адскими санкциями уже 30 лет. А теперь эти санкции, ну, придется снимать. Это, во-первых. А во-вторых, деньги огромные пойдут в Иран. Что произойдет с экономикой Ирана, которая даже под этими санкциями оказалась очень и очень развитой? Посмотрите на их ракетную программу. Куда российские компании возят ремонтировать двигатели Boeing и Airbus? В Иран. Откуда доблестная российская промышленность, энергетика, вернее, получает мощные газовые турбины, которые сама не в состоянии пока что сделать? Ну, уже начали что-то делать, но так себе. Из Ирана. Более того, иранские газовые турбины, они по эффективности, по весу, они превосходят турбины Siemens. На минуточку. На каком месте Иран по IQ в мире, знаете? Иранцы. На 4-м. А на каком месте самые талантливые и самые умные? Вы про На 48-м. украинцев? Нет, про еврейцев. На Ага. 48-м. Ну, чтобы вы понимали уровень, разрыв интеллекта. Я, Поэтому это вот кстати, следующий экономический бум – это Иран. смотрите, я, кстати, по поводу... Я совсем недавно немножко так перемещался
по разным территориям. А Не буду. украинцы, кстати, по-моему, то ли на 2 позиции выше, то ли на 2 позиции ниже. То есть, ну, сравнимый интеллект. И встречает меня, ну, как бы женщина, да, узнает и говорит: слушайте, там смотрю вас, спасибо большое. Ну, я не буду там называть, где это произошло, в каком месте. Говорит, я Димуру, говорит, знаю лично. Он мне когда-то посоветовал купить квартиру за границей. И вот я вот вообще, это был какой-то поворот в моей жизни. Передайте ему большой привет. И Спасибо. это прям изменило все в момент, ну, я так понимаю, что в момент вот этих всех, понятно, 22-й год и так далее, вот эти все моменты. И человек прям как бы тоже вот так вот, да, на стриме вы тоже выступали тогда, тоже беседовали и как бы тоже давали рекомендации, и личную рекомендацию вот она использовала таким образом, и сейчас очень благодарна, поэтому привет вам, если смотрите. Ну, Спасибо. не Спасибо. буду, понятное дело, там называть, что давайте дальше. Поэтому очень нужны эти ответы на вопросы, я к этому веду. Так, Синяя Борда, Степан, скажите, иранские КСИР отступать не будут, готовятся к ответу. Понятно, что будут отвечать насколько сильно. И информация о том, что Ахмад Неджад был под домашним арестом и сбежал с помощью Моссада, и сейчас неизвестно где. Насколько соответствует это действительности, на ваш взгляд? Я, честно говоря, это, значит, это была чушь собачья, что он был под домашним арестом, да? Мгм. Это все тогда, помните, Уолл-стрит писал, ну, вся пресса писала, что и Трамп говорил, что в руководстве Ирана раскол, там прогрессивные против этих ксировцев и бла-бла-бла, чушь собачья. Потому что если вы посмотрите, скажем, на а, ну, все их биографии, вот эти вот лидеры, которые сейчас в Иране, во-первых, они все прошли через Ирано-Иракскую войну, воевали в СИР. Даже президент Ирана, он хирург, он воевал, тоже он был медиком, военным хирургом. Все воевали в СИР. Как говорят, знаете, бывших чекистов не бывает, вот бывших ксировцев тоже не бывает. Поэтому, во-первых, никаких там разногласий особых нет. С другой стороны, понимаете, вот как, спешка, она нужна при ловле блох. А Иран уже, на самом деле, хорошо так получил по своей инфраструктуре, потому что, грубо говоря, через неделю после введения постоянных обстрелов у американцев и еврейцев закончились военные цели. Они начали бить по мирной инфраструктуре. В одном Тегеране было уничтожено порядка 18 госпиталей, на минуточку. Соответственно, они прекрасно, в отличие от нас, они прекрасно понимают, сидящих на диване, цену войны. Соответственно, они пытаются своей политикой, своими ответами минимизировать возможность, скажем так, существенного урона. Потому что если начнут бить по энергетике Ирана, да, они обнулят весь Ближний Восток, черт бабушки. Но им тоже достанется. Поэтому я думаю, что пока есть возможность какого-либо маневра, они этот маневр будут совершать. Потому что время работает на них. Чем дольше закрыт Ормуз, тем больше задница мировой экономики. И тем быстрее неоконы могут прийти в себя, хотя это нереально. Но тем не менее. Они загнали Трампа в ловушку, они его там держат. Стараются, в отличие от европейских придурков, медведя палкой не тыкать с открытой клеткой. Очень мудрая политика. Но то, что они разнесут... да, Ближний Восток, если до этого дойдет дело, это да, спокойно. У них рука не дрогнет. Потому что они войну выиграли. Кто будет восстанавливать Ближний Восток? Нахрен кому нужен будет? Китай спокойно будет восстанавливать Иран. Ну, это как с Украиной, такая же И история. потом надо понимать еще раз одну простую вещь. Посмотрите на карту. 2% водных ресурсов Ирана из опреснителей.
Посмотрите, где вода на Ближнем Востоке. Более того, Ксир сделал заявление, что пока что после первой части войны вы остались без Ормузского пролива. После второй части войны, наверное, Иран приобретет не только водные какие-то пространства, но и земельные пространства, Мгм. намекая на Кувейт, Бахрейн, возможно, Дубайск. Ну, это Поэтому будет, конечно, номер. Ксир к этому оккупирует все идет. Дубай. Да, чё, Так, говно вопрос на самом деле. Они сами оттуда все как это? сбегут, все эти шейхи. Дубай за 3 дня, да? Да А, нет, за 3 дня, я думаю, не получится. Нужно пару недель подождать, пока они все там сдохнут от жары и от обезвоживания. Потом, да. а, Вопрос. Европа пытается эскалировать. Брюссельские пытаются вынудить Россию нанести удары по Европе, чтобы спасти свою власть, то есть применить все то, что отработано в Украине, отмена выборов, прав, свобод, или какая-то другая в этом цель? В этом... Ну, тут, понимаете, можно далеко уходить в теории заговора, который имеет место быть, скажем так. Главное, уметь выбирать правильно, который потом становится реальностью. А Европе, как вот нужна ли Европе эскалация? Она была бы ей нужна, ну, еще там месяц назад. Да. Скажем, потому что ну, нужно было вынудить Кремль на ответ, чтобы только подтвердить правоту мадам Каллас, ну, условно мадам Каллас, что с русскими договариваться нельзя, мы должны стоять до конца, вооружаться, тратить деньги на оборону. Все должны закрыть рты, а самое главное расстаться со своими социальными гарантиями и социальными гарантиями обязательств. Вот в чем вопрос, потому что богатые в Европе прекрасно понимают, что э, экономика Европы всех не вытянет. И отдавать свой кусок хлеба с икрой какому-то плебсу они не собираются. А на плебса денег больше нет. Значит, у плебса надо все отбирать. Все, что им платит государство. Все эти социальные программы. А как ты их отберешь просто? То есть плебсу нужно что дать великую идею, загнать его от страха в угол, чтобы он с толчка не слезал от страха. И под этим соусом, что все деньги идут на оборону, хотите жить, жертвуйте, затягивайте пояса вокруг позвоночника, быстренько лишить его не только права голоса, но и всех социальных гарантий, тем самым подправив хоть как-то бюджеты государств, чтобы у себя, у родимых ничего не отобрать. Ну и плюс, конечно, чуть-чуть э, увеличить армию, сделать ее более лояльной, ну, потому что для контроля плебса исключительно. Мгм. Я бы так вот месяц на сейчас, поскольку они начали разрушать этот нарративчик вот этими разговорами о переговорах, это одно. Но здесь, возможно, такая же фишка, на самом деле, ам, как и с духом Анкориджа. Для чего был нужен дух Анкориджа? Ну, чтобы русские не добили Украину, сохранить ЧВК. Украина. Заметьте, все эти разговоры о мире начались после того, как Кремль заявил, что сотрет Киев с лица земли, и пару раз по нему били. Тут же все активизировались. Почему? Ну, одно дело там даже западенцам понты кидать и хохлам понты кидать, что вот мы тут что-то переломили, а другое дело, Киева нет. Как-то начнет до людей что-то доходить. Реальная опасность. Поэтому все это началось вот после этого. Поэтому я думаю, это просто дух Анкориджа 2. Мгм. Европейская итерация. И все. Так, добрый вечер. Вопрос экономический. Зовут меня Евгений. Может ли глобальный финансовый кризис повлечь окончательное разрушение фиатных валют? Если это произойдет, каким образом мировые правительства будут возвращать доверие к своим валютам? Вернется ли золотой стандарт в его классическом понимании? Да, в этот раз фиат не переживет, будет гонка вниз. Классическое обесценивание. За исключением изначально старшей валюты, это доллара. А потом и он включится в эту гонку. Что касается золотого стандарта, ну, это вредная вещь, то что он ограничивает развитие экономики.
но позволяет банкирам тоже иметь свой гешефт. А золотой стандарт, сейчас посмотрите на офшорный юань. Он подкреплен золотом, он спокойно конвертируется в золото. Соответственно, я думаю, да, китайцы, они близки по духу Ротшильдам. Главное, задавайте вопрос, кто самые большие реальные золотые запасы, у кого золото. Потому что если вы переходите на золотой стандарт, а у государств нет золота, значит, оно должно его где-то брать. У кого-то его либо покупать, либо брать в лизинг. Соответственно, тот, у кого он берет в лизинг, он делает неплохой гешефт. Все очень просто. Александр спрашивает вас. Степан, как думаете, о подписании мира между США, Израилем и Ираном, а может быть на день рождения Трампа? Какую степень вероятности Ну, дадите? наверное, да, подарок ему сделают, да, наверное, благодарные иранцы, которых он освободил. Да, это да. Здравствуйте, Александр Степан. Вопрос. Иран подпишет авраамические соглашения с Израилем. Во. Да. Как вы считаете, можно ли зарабатывать на фондовом рынке России? Что это вообще за зверь такой? У него есть дно? Да можно. Нет, слушайте, если вы спрашиваете просто, можно ли зарабатывать, если дно, зарабатывать можно на падении и на росте. Можно зарабатывать формально на любом рынке. Вопрос всегда в том, как вот цифрики на экране, когда вы смотрите на свой P&L, превратить в хрустящие бумажки в кармане. Без каких-либо последствий. Вот это вопрос. Зарабатывать можно на любом рынке. Мгм. Как, Шортите, да, и прибудет с вами профит. да, как думаете, Степан, Ирина интересуется, почему в достаточно сложный момент противостояния Россия не обратится к Китаю за технологиями, аналогичными Старлинку и ИИ Антропика? Ну, скажем так, и энтропика, она, скажем так, overrated технология. Полезная, но надо с умом применять. А чтобы применять с умом, должны быть операторы этой технологии с двумя нейронами, которых нет. А Starlink, ну, прекрасная система, китайцы развернули, продолжают разворачивать, Бейду. Иранцы очень хорошо, активно пользуются. Они ушли с GPS, по-моему, год назад перешли на китайские системы. То же самое со спутниковой информацией, то же самое со связью. Почему это у нас не делается? Ну, наверное, еще, наверное, идея есть, но не нашли, кто будет смотрящим за потоками денег, которые туда пойдут. На Китай вы имеете в виду, да? Ну, перейти на Китай, да. Ну, деньги на Китай, которые будут ходить туда, оттуда. Да, кто-то же должен за них отвечать, кто-то должен за ними следить, за этим, чтобы и сюда, и туда. Как найдут, так, наверное, перейдут. Мария спрашивает, правда, что долги корпоративного Запада, Европы, Америки– это их страховка от уничтожения? Не могли бы вы прокомментировать, кому коллективный Запад должен? Ну, Но как? если это в смысле, что если вы должны банку миллион, это ваша проблема, а если 100 миллионов, то это проблема банка, то в неком смысле да. Но, скажем так, дефолт страшная вещь, он разрушает все. И не только держателей долга, но и тех, чей это долг. Ну, подождите, мы же не можем представить себе дефолт доллара, например. Или можем? Ну, почему можем? Нет, дефолт США по гособлигациям своим, он гарантирован. Вопрос в том, когда. Тут не вопрос не стоит, будет или нет. Будет. Вопрос в том, когда. Так, друзья, переходим в чат трансляции. Спасибо большое, что смотрите. Давайте еще несколько вопросов отсюда. А, Степан, пишет пользователь в чате. Ой. Ноябрь, проклятый месяц. Ничего не поменялось. Благодарю, Александр. Всем добра. Не знаю, по-моему, раньше август был, сейчас ноябрь стал, не знаю. Так. Так, сейчас, секундочку. Вот следующий вопрос. Не читайте журнал «Экономист», вредно для здоровья.
или Да, пищеварения. не будем, как говорится, журнал «Экономист» читать. Задает вопрос Максим. Согласен ли Димура, что Китай играет роль Орды, возглавив политику Казахстана и России? Показателен прием 17 мая 24 Путина УСИ с навешиванием значков ранга Орды. Ну, Орда вообще это означает ордер, порядок. Орда и китайцы, ну, Орда всегда, скажем так, к татаро-монголам, конечно, никакого отношения она не имеет, в принципе, как показали генетики. Китай является центром второй экономической зоны, скажем так. Поэтому естественно, что все, кто вокруг него, они должны это осознавать и понимать. Более того, Китай прекрасно понимает, что весь коллективный Запад ведет против него сейчас мощнейшую войну, потому что Китай ну, смещает Запад с роли гегемона. Тут есть плюсы, тут есть минусы. Соответственно, товарищ Си правильно ведет политику, что не то, что как Запад, вот вы не с нами, значит, вы против нас. Нам тут не нравится, что у вас нет демократии, прав человека, как называется. Ну, на это наплевать. Китайцы делают бизнес. Они проводят экспансию за счет бизнеса. Далее. Китай должен обеспечить себе... Китай уязвим со стороны моря. С точки зрения блокады и перерезания морских торговых путей, соответственно, он должен обеспечить что? Сухопутные пути экспорта товаров и импорта энергоносителей на, скажем так, интересующие его рынки. Поэтому Средняя Азия и Россия представляются естественными точками приложения усилий Китая. И они уже многого в этом добились. Взять все эти коридоры, взять трубопроводы, нефтепроводы и все остальное, которые идут из Средней Азии, из России в Китай. Поэтому, ну, посмотрите на экономику Китая. Посмотрите на экономику стран Средней Азии, посмотрите на экономику России. Посмотрите на условия ведения бизнеса в Китае, условия ведения бизнеса в России. И вы все поймете. Кто, что, кому, что должен и кто против кого может вообще даже пукать. Не напоминает ли Путин Горбачева, спрашивает пользователь, хочет хорошеньким для Запада быть. Если бы был не буржуином, то давно жестко решил бы вопрос с Украиной, взял бы вину на себя, зато россиян и украинцев сохранил. Ну, здесь не надо брать вину на себя, а можно там всегда обвинить, я не знаю, какого-нибудь особо ретивого и немножко принявшего на грудь прапорщика, который бросил бушлат на пульт управления. И сказать, ну, не можем мы тут всех контролировать, бывает. Нет. Очень хорошо ответил на этот вопрос где-то, по-моему, в 2000 или 2001 году Бжезинский, когда кто-то с прищуром спросил его, не боится ли Америка на какой-то конференции, не боится ли Америка ядерного удара со стороны России. Он сказал, нет. Почему должны бояться? Ну, как же у нас тут? Говорит, ну, ядерный удар может нанести только национальная элита. Да. А если 500 миллиардов, ну, смешная сумма. Мгм. В теперешним временам, но на то время очень большая. Ваша элита лежит в наших банках. Подумайте, можете ли вы говорить о национальной элите? Кому она принадлежит? Так что все давно сказано, написано для нас. Феликс спрашивает вопрос, а полезут на Калининград, как думает Димура? Да, эти могут все, по большому счету. То, чего нет в планах сегодня, может появиться завтра, потому что вектор, он задан. Им кровь из носа нужно отбивать Россию от Китая. Как они себе это видят, можно отбивать только путем смены режима.
в России. И типа вот украинская афера одна из попыток снять решение. Так, ну тут, конечно... Димура, вопрос. Можно я куплю квартиру на Таити? А Покупайте. а вы были на Только не Таити? перепутайте с Гаити. Да, Гаити, Таити. Вот Таити, да, на Гаити не надо. Сергей, вопрос. Болезнь Набиуллиной не связана с ее предстоящей отставкой? Не знаю, мне настолько это монопенисуально, что даже в лом извилину напрягать. Мгм. Вопрос. Сталкивался ли Степан Геннадьевич когда-либо с угрозами за свои взгляды и мнения? Да, сталкивался. Даже было 2 уголовных дела заведено. По третьему я проходил свидетелем. Ну, и угрозы, конечно, были тоже. Мгм. Вопрос от Андрея. Китай вообще вкладывается в Северный морской путь? Не особо, потому что на данный момент не особо рентабельно. И характерный пример Архангельской области на последнем ПМФ, как это называется, Петербургский МЭФ. международный Да. ПМФ, экономический форум, да, международный. Когда китайцы посмотрели, подумали, нафига нам какие-то углубления портов делать. Это пока что не особо для них, не особо рентабельно. Но они в эту сторону смотрят, потому что это морской путь, который, скажем так, защищен от пока что тлетворного влияния Запада. Вопрос. Будет ли централизованное электричество в России через год? Смотрим. Что имеется в виду под централизованным электричеством? Ну, единая энергосистема, наверное, А, имеется в виду. я понял. А, Вопрос. Степан Геннадьевич, Испания снова победила Францию на поле маркете. Что вы думаете о таком вложении в спортивный бизнес? Вы знаете, для меня это как вложение в акции. Да, я в свое время зарекся не вкладываться в акции, в них вкладывался. Первый, 2 раза, первый и последний. Надо слишком много знать о компании, не столько даже о компании, о том, возможно ли у этой компании есть какие-то проблемы, которых ты не знаешь. Мгм. Что будет с Крымом, Дима интересуется? Ничего. Есть... Сейчас ценничек местные воротилы в России передвинут на 30-40% на бензин и дизель. И все сразу наладится. Есть ли шансы, что Трампа вынесут в этом году Ну, в смысле вынесут. из Белого дома? Республиканцы проиграют. Смотрите, в этом году импичмент занимает на самом деле процедура не 1 месяц, поэтому если только по 25-й поправке Конституции, что он недееспособен. Вот это возможно. Александр задает вопрос. Степан, зачем разгоняют слухи про мобилизацию в России и чего ждут в армии к осени? Ну, слушайте, разгоняют слухи, гибридная война, да, стандартная фишка. Я уже про мобилизацию слышу примерно столько, ну, чуть меньше времени, чем про отставку Медведева. Ну, в ней нет на данный момент никакой необходимости. А тогда, ну, посеять панику, смуту в обществе, недовольство. Гибридная война обычно. Так мне нравится наш чат. Пришла Наталья. Говорит, живу в Испании 27 лет. Европе жопа. Продам квартиру в Валенсии. Покупайте, если желающие. Ну, начинается. Поменяйте свою жизнь, Да, да. а другой говорит, поехали на Таити. Ну, на Гаити, там уточняют, Гаити или Нет, Таити. Таити это из старого мультика советского. Да. Это оттуда. Значит, Попугай Кеша. был такой, да. А, Иран не принимает заявление Трампа, продолжает атаки. Как же понять, что Трамп реально собирается бомбить? Ничего не понял. Ну, как понять по Трампу, когда он по-настоящему собирается бомбить?
По Трампу это невозможно. У него стохастическая логика. По Трампу ничего не понять. Это мы поняли. Значит, Иран сообщил нескольким странам, что в ходе последнего... Ага, удалось прийти к принципиальному соглашению. Опять. Да, сократить разногласия по трем ключевым вопросам. Механизм разблокировки замороженных денег, порядку открытия Ормузского пролива в течение 60-дневного периода прекращения огня, формату переговоров по иранской ядерной программе в течение этого же периода. Тут прям интересно. Это вот подробности. Ну, вообще-то, прекращение огня включает прекращение огня в Ливане и в Палестине. Вообще-то да. Поэтому откуда Иран считать? от этого не отступится. Он много раз это официально заявлял. Это один из его краеугольных камней. Поэтому я говорю, что ну, э, кому-то это будет серпом по бейцам. Вопрос, кому отрежут бейцы эти серпом? Трампу или Биби? Мгм. Дорогой дизель и бензин в России это зло. У нас пассивные, нам по стране ездить надо, грузы возить. Кого волнуете? Кого волнуете? Вырастут цены, куда же выше. Вредители чертовы, пишет Анна Топольская, ругается. Ну, я понял, вы Анну утешать не будете, ясно. Нечем, нечем, нечем. Если в конце сентября России призовут 1 миллион, половину в мобильная группа ПВО за полцены от штурмовиков, а половину к станку на дроны, насколько это будет эффективно и насколько готовы к этому власти? А что, проблема, кажется, с производством дронов? Ну, непонятно. Ну, подождите, оно меньше же производят, чем вот это вот Европа пообещала? Как больше? Ладно, перестаньте. Ну, там же 125 тысяч, что-то там до конца года. Нет, сейчас, минутку. Там 50 тысяч в год, до конца года 20, в этом году 25. Ну, у нас, по-моему, месяц производится 10 тысяч. Куда больше. У операторов дронов, да, есть такая проблема. Наберут. Кто из современных политиков является для вас авторитетом, спрашивает Ирина. Никто. У меня вообще нет авторитетов. У меня с детства маечка была. Fuck the authority. Прям на английском и написано. Да, 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 да. Прям Отец из Канады привез. по Советскому Союзу так и ходили. Да. Черная маечка с белыми буквами в стиле AC/DC. Все на английском практически никто не знал, а слово «фак» это вообще непонятное было, неизвестное. Да, Степан Тимура был моим собеседником сегодня. Спасибо большое вам за время и мысли. Спасибо вам. Поставьте лайк за маечку или за ее отсутствие сейчас. В общем, спасибо огромное, что посмотрели этот эфир. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Увидимся со Степаном через неделю. Все вживую, как всегда. Добра и света.